Привет, меня зовут Бочаров Евгений. Я всю свою профессиональную жизнь занимаюсь системами вентиляции и кондиционирования. И в этом ролике мы разберем 10 популярных мифов и вопросов из комментариев о системе вентиляции. Поговорим о том, что люди не понимают и пишут мне в комментарии. Есть 10 фраз о вентиляции, которые я вижу в комментариях постоянно, и почти в каждой из них есть ошибка. Если почитать комментарии под роликами о вентиляции, можно заметить одну интересную вещь. Огромное количество людей либо вообще не понимают, как работает вентиляция, либо путают ее с кондиционером, вытяжкой, открытым окном или чем-то угодно вообще, что можно себе только представить, но только не с тем, о чем мы сейчас будем разговаривать. И это нормально, потому что вентиляция – тема не самая очевидная. Пока дома все более-менее комфортно, о ней почти никто не думает. Но как только появляется сырость, духота, запахи, плесень, запотевшие окна или обратная тяга – вопрос: а что вообще происходит, а? Итак, поехали. Зачем вообще нужна вентиляция, если можно просто открыть окна? Первое. Это, пожалуй, самый популярный вопрос. На первый взгляд логика понятная. Открыл окно, свежий воздух зашел, старый вышел, проблема решена. Но на практике окно – это не система вентиляции, это просто временное проветривание. Вентиляция нужна для постоянного контролируемого воздухообмена, то есть воздух в помещении должен обновляться не случайно, когда вы вспомнили и открыли окно, а регулярно и в нужном объеме. Проблема открытого окна в том, что оно работает нестабильно. Сегодня есть ветер, воздух идет. Завтра нет ветра, почти ничего не происходит. Зимой слишком холодно, летом жарко, ночью шумно, с улицы летит пыль. В итоге люди окна не открывают вообще или открывают их очень редко. А человек при этом все равно дышит, выделяет влагу, в доме готовят еду, принимают душ, сушат белье, в воздухе копится углекислый газ, запахи и лишняя влага. Поэтому окно – это полезно, но это не замена нормальной вентиляции. Второе. У меня дома душно. Значит, вентиляция работает плохо? Чаще всего да, но не всегда. Когда люди говорят душно, обычно они имеют в виду, что в помещении тяжелый воздух, не хватает свежести, хочется открыть окно, быстро устаешь, хочется спать, и очень часто это связано именно с недостаточным воздухообменом. Основная причина: в помещении накапливается углекислый газ, особенно в спальнях, ночью, когда закрыты окна и двери. Внешне все нормально, тепло, тихо, красиво, но воздуха не хватает. Однако духота может быть связана не только с вентиляцией. Иногда причина в перегреве помещения, высокой влажности, слишком большом количестве людей в одной комнате или в том, что воздух просто не двигается. Главная задача системы вентиляции любой – это создать движение воздуха естественным образом или принудительно с помощью вентиляторов. Но если дома стабильно душно, особенно утром, если тяжело спится, болит голова, хочется все время проветривать, это очень сильный сигнал, что с вентиляцией есть проблемы и ее просто недостаточно. Есть определенные нормы того, сколько воздуха должно в час обмениваться внутри одного помещения. Эти нормы для каждого назначения помещения разные, для санузлов одни, для кухни другие, для спальни третьи, для тренажерного зала 4, для бассейна 5, для сауны 6 и так далее. И если воздуха недостаточно, в каждом из случаев вы будете испытывать примерно одинаковые ощущения. Итак, 3. Почему из вентиляции дует обратно? Вот это уже не просто дискомфорт, а признак того, что что-то работает неправильно. И причина у этого неправильно всегда одна. В нормальной ситуации воздух должен уходить из квартиры или дома через вытяжные каналы, например, на кухне, в ванной, в санузле, но иногда происходит обратная тяга. Из решетки начинает не вытягивать, а наоборот задувать с улицы воздух, иногда вместе с запахами. Почему так бывает? Во-первых, из-за разницы давления. Во-вторых, из-за неправильной работы естественной вентиляции. В-третьих,
из-за герметичных окон и отсутствия нормального притока воздуха. И еще одна частая причина – мощные вытяжки, которые нарушают баланс воздуха в помещении и просто-напросто переворачивают эту тягу. Но если честно, из моего опыта самый распространенный вариант – это недостаточно притока воздуха. Он решается добавлением приточных стеновых клапанов, бризера, открытием окна, проветриванием. В общем, варианты разные. Приточную вытяжную установку можно поставить. Это все лечится. То есть, если воздуху неоткуда притекать, система начинает работать нестабильно. Она буквально ищет, откуда взять воздух, и иногда поток может развернуться в обратную сторону. Если у вас из вентиляции идет запах от соседей, холодный воздух или просто заметное задувание внутрь, это не норма. Значит, нужно проверять тягу, приток воздуха и состояние ваших вытяжных каналов. Четвертое. Правда ли, что вентиляция вытягивает тепло из дома и из-за нее растут счета за отопление? Небольшой спойлер. Да. Вентиляция действительно связана с теплопотерями, но здесь важно правильно понять суть. Когда из дома уходит теплый воздух, а вместо него приходит холодный, уличный, на его нагрев действительно нужна энергия. Это факт, поэтому некоторые люди делают вывод: раз вентиляция уносит тепло, значит лучше ее вообще не делать или перекрыть. Вот эти вот староверы, которые на зиму закрывают вытяжные каналы там тряпками или заклеивают бумагой, скотчем. Дело в том, что это называется инфильтрация. Это теплопотери на систему вентиляции. Когда вы проектируете отопление, у вас должен быть 30% запас мощности на теплопотери от вентиляции у вашей системы отопления. Да, конечно, счета больше, да, вытягивает тепло, но ваша система отопления должна быть на это рассчитана с самого первого дня. Вентиляция нужна не для комфорта по желанию, а для нормального, качественного воздуха, удаления влаги. Если убрать вентиляцию, вы, возможно, чуть сэкономите на отоплении, но получите духоту, сырость, конденсат, плесень и плохой микроклимат в вашем помещении, а также большую концентрацию углекислого газа. Правильный вопрос должен звучать не так: как отключить вентиляцию, чтобы не терять тепло, а так: как обеспечить воздухообмен с минимальными потерями тепла. Для этого помогают рекуператоры, так тоже забегая чуть-чуть вперед. И вот здесь уже появляются нормальные инженерные решения. Это рекуперация, грамотный баланс притока и вытяжки. Бывает по-разному, бывает притока больше, бывает меньше, бывает воздушный баланс, когда одинаково нужно подбирать для каждого помещения индивидуально. Бывает автоматика, которая регулирует вашу систему вентиляции. Бывает вентиляция с регулировкой производительности по датчикам и так далее. То есть задача не в том, чтобы отказаться от вентиляции, а в том, чтобы сделать ее эффективной. Пятое. Можно ли обойтись без вентиляции, если уже есть кондиционер? Это очень частое заблуждение. Кондиционер и вентиляция – это вообще не одно и то же. Кондиционеры в большинстве своих случаев не подает свежий воздух с улицы, хотя такие модели редкие, они бывают. Он просто берет воздух в помещении, охлаждает или нагревает его и гоняет его по кругу. Это называется рециркуляция. То есть воздух может стать прохладнее, но свежим он от этого никогда не станет. Это как если бы вам в комнате стало комфортнее по температуре, но при этом содержание углекислого газа осталось тем же. Запахи никуда не делись, а влажность может вести себя по-разному в зависимости от работы режима кондиционера, но, скорее всего, станет суше, потому что кондиционер осушает воздух. Видели вот эти трубки с конденсатом, которые капают на улицу? То есть он осушает. Поэтому кондиционер решает вопрос температуры, а вентиляция решает вопрос воздухообмена.
Идеально, когда есть и то, и другое. Вентиляция отвечает за свежий воздух, а кондиционер за комфортную температуру. По идее, всегда эти две системы должны в каждом помещении быть. Шестое. Почему после установки пластиковых окон появилась сырость и запотевают окна? Сейчас разберем. Потому что старые окна, как ни странно, часто помогали вентиляции своими щелями. Или щелями, как правильно, напишите в комментариях. Пусть будет щелями. Да, это звучит смешно, но в старых домах естественная вентиляция очень часто работала именно за счет того, что через неплотности в окнах и дверях в помещении постоянно поступал воздух. Помните, как наши бабушки ватой и скотчем на зиму заклеивали окна, чтобы из них не дуло холодом? Когда люди ставят современные герметичные пластиковые окна, этот приток почти исчезает. И что получается? Воздух наружу через вытяжные каналы уже не может нормально уходить, потому что новому воздуху просто неоткуда взяться, не хватает притока. Старые окна обеспечивали приток воздуха, новые герметичные уже нет. Влага остается внутри помещения, и дальше мы видим классическую картину. Запотевшие окна, сырость, тяжелый воздух, а иногда даже и плесень в углах вашей комнаты или пола, или потолка. Потому что углы такие мостики холода. Очень многие думают, что окна плохие, хотя проблема часто не в окнах, а в том, что после герметизации квартиры никто не предусмотрел организованный приток воздуха. Вот люди домик построили, квартиру, а это как термос, понимаете? Он все герметичное, входные двери, там 2 слоя резинок, они отсекают воздух, они отсекают шумы, с окнами все то же самое. Вы зашли, заперлись и дышите, у вас углекислый газ повышается. В общем, нужна вентиляция. И, кстати, у меня есть компания L-Trade, которой я уже занимаюсь 18 лет. Мы работаем в Нижнем Новгороде и в Москве. Любые объекты, квартиры, наши любимые частные дома, всякая промка, промышленные объекты тоже с удовольствием, всякие рестораны, цеха. Мы делаем кондиционеры и вентиляция. Контакты моей организации будут в описании. Обращайтесь и попробуйте наш подход к работе. Поехали дальше. Возвращаемся к окнам. Поэтому, если после новых окон стало влажно и душно, первое, что нужно проверять, не стеклопакет, а вентиляцию и приток. 7. Какая вентиляция лучше, естественная или принудительная? На этот вопрос нельзя честно ответить одним словом, потому что все зависит от объекта, бюджета, задач. Все очень индивидуально. Естественная вентиляция – это когда воздух движется без вентиляторов за счет разницы температуры и давления. Плюс такой системы – это простота. Ее не нужно обслуживать. Она пассивная, она работает без вашего внимания. Минус – нестабильность. Она очень зависит от погоды. В ветреную погоду работает лучше, в холодную погоду зимой работает лучше, то есть она зависит от сезона, от герметичности дома, от состояния вытяжных каналов, они тоже засоряются. Принудительная вентиляция – это когда воздух подается или, как вариант, удаляется с помощью оборудования. Плюс управляемость и предсказуемость результата. Когда у нас есть вентиляторы, мы можем как угодно ее настроить и получить то, что мы четко хотим получить. Вот так вот. Минус – это цена, конечно же, сложность. Ее вам потребуются специалисты, чтобы ее установить. Сами вы вряд ли справитесь, тут нужны знания. Минус – это необходимость обслуживания, как и любой механизм. Если говорить совсем просто, естественная вентиляция – это минимальный базовый вариант, такой санитарный минимум, без которого жить нельзя, который может работать, а может и не работать, так как вам нужно, вот так вот. Принудительное – это уже инструмент, с помощью которого можно получать конкретный результат. Поэтому вопрос не в том, что лучше вообще,
а в том, что лучше именно для вашей квартиры, дома или конкретного помещения. Еще также есть заход в сторону помещения, это котельная, где запрещается законом ставить принудительную вентиляцию. То есть это тоже нюансы, которые знают только специалисты. Обращайтесь к нам. 8. Нужна ли вентиляция на кухне и в ванной, если уже есть вытяжка? Я прям удивляюсь, такие вопросы люди все-таки задают. Давайте на этот вопрос тоже поговорим. Да, нужна, и вот тут люди очень часто путают два разных устройства. Кухонная вытяжка над плитой – это локальное устройство, это местная вытяжка. Ее задача удалить пар, запахи, жиры, продукты готовки в момент, когда вы готовите. Она не заменяет постоянную общую вентиляцию квартиры или вашего дома. То же самое касается вентилятора в ванной. Он может помогать удалять влажный воздух после душа, но это не значит, что вопрос вентиляции полностью решен. Но я большой сторонник того, чтобы во все мокрые помещения, такие как санузлы, ванна, ставить принудительную вентиляцию. Нормальная система должна обеспечивать постоянный воздухообмен. Свежий воздух приходит в жилые комнаты, а удаляется через грязные зоны. Кухню, ванную, санузел, гардеробные, постирочные. То есть вытяжка над плитой – это дополнение, это тюнинг, понимаете? Вентилятор в санузле тоже дополнение, но еще более необходимое, наверное, даже. Они полезны, но сами по себе не заменяют полноценную схему движения воздуха по дому. Воздух должен и без них уметь двигаться. 9. Почему вентиляция шумит? Если вентиляция шумит, это не обязательно значит, что она плохая. Но почти всегда это значит, что либо оборудование подобрано неудачно, либо система спроектирована или смонтирована с ошибками. Дело в том, что шум в системе вентиляции всегда от скорости, с которой воздух проходит по воздуховоду. И все, что выше 5 метров в секунду по трубе идет воздух, это гул такой. От 5 до 2,5 это шуршание. И все, что меньше 2, в принципе, это уже практически не слышно. Вот так вот можно вам объяснить. Причиной шума может быть слишком высокая скорость воздуха в воздуховодах, может быть слишком мощный вентилятор, может быть плохая шумоизоляция, может не хватать шумоглушителей, может быть все сразу. Иногда шум идет от вибрации корпуса, иногда от решеток, клапанов или поворотов воздуховодов. То есть тут нужно уметь ее проектировать. И еще важный момент: многие покупают оборудование с запасом, мощнее, думая, что больше значит лучше. А потом оказывается, что система на минимальной скорости нетерпима. Она в рабочем режиме уже гудит так, что ее хочется выключить, а убавить уже некуда, потому что вы типа с запасом взяли. Нужно тут и, в общем, все работает в совокупности. Хорошая вентиляция не должна вас раздражать. Она должна работать либо тихо, либо хотя бы предсказуемо и комфортно по уровню шума. Поэтому, если система шумит, это повод не мириться, а искать причину в проекте, монтаже или в настройках. В монтаже, может быть, неправильно зашумели, утеплили трубы, настройки, может быть, скорость понизить, и в проекте неправильно рассчитали скорость воздуховодов в трубах. И, наконец, 10. Как понять, что вентиляция в квартире или доме реально работает? Очень правильный вопрос, потому что многие ориентируются на ощущения. Вроде что-то есть, а по факту этого недостаточно, как-то так. Самый простой признак: в доме не душно, нет стойкой сырости, окна не плачут без конденсата просто так, в ванной влага уходит быстро, запахи не застаиваются на кухне, если вы готовите. Это уже хороший индикатор, значит, все не безнадежно в вашем домике или квартире, уже неплохо. Второй момент – тяга в вытяжных каналах. Но тут важно не заниматься опасными экспериментами с огнем
Не нужно подносить зажигалку к вентиляции. Лучше использовать тонкий лист бумаги или просто посмотреть, есть ли уверенное движение воздуха в вашей вытяжной шахте. Третий момент – косвенные признаки. Нет плесени, белье сохнет бесконечно долго. Утром в спальне не тяжелый воздух, а более-менее свежий. Даже из-за того, что вы, несмотря на то, что вы провели в ней всю ночь, дышали, портили этот воздух. После душа зеркало и стены не остаются мокрыми на полчаса, быстро высыхают. Если хочется более объективно, можно измерять уровень углекислого газа и влажности. Это уже дает немного более понятную картину, потому что вентиляция – это не ощущение на глаз, а вполне измеряемая вещь. Продаются такие устройства, метеостанции, которые там все показывают в реальном времени вам влагу, концентрацию СО2 и так далее в воздухе. Оно недорого стоит, в пределах 1000 рублей. Приобретите, как вариант. Как видите, большинство вопросов о вентиляции сводятся к одной простой мысли. Люди часто замечают последствия, но не понимают причину. Душно, значит, открывают окно, запотевают окна, ругают стеклопакеты. Есть кондиционер, думают, что свежий воздух уже обеспечен. Поставили вытяжку на кухне, считают, что вопрос вентиляции закрыт. Это вообще кошмар, таких очень много. Но вентиляция – это не одно устройство и не одна решетка в стене. Это целая система воздухообмена, от которой напрямую зависит комфорт, влажность, запахи, качество сна и вообще нормальный микроклимат в доме. У меня на канале, там, где вы это смотрите, найдите кучу роликов по вентиляции, там, гаража, ванной, кухни, котельной, просто всякие там с анимацией. Залипните, будет полезно, точно вам говорю. Если коротко, то запомнить можно так. Окно – это не замена вентиляции. Кондиционер не подает свежий воздух с улицы, работает только с тем, что есть внутри помещения. Вытяжка над плитой не заменяет общеобменную систему вентиляции. Герметичные окна без притока часто создают проблемы, как ни странно. Если в доме душно, влажно или есть обратная тяга, это уже сигнал разбираться. Что-то не так. Скорее всего, притока нет. Если хотите, в следующем ролике я могу отдельно разобрать, как проверить вентиляцию себя дома простыми способами или сделать видео на тему, как правильно организовать вентиляцию в квартире, в частном доме без лишних затрат. Короче, подписывайтесь на канал, не пожалеете. Если ролик был полезен, ставьте лайк, пишите в комментариях, с какими проблемами по вентиляции сталкивались именно вы. Не забывайте подписаться. С вами был Бочаров Евгений. До встречи. Я всю свою профессиональную жизнь занимаюсь системами вентиляции. Обращайтесь в мою компанию в Москве, в Нижнем Новгороде. Будет вам счастье. И не будем затягивать это прощание. До скорых встреч. Пока.